Доброе утро, Махачкале. Я поставил палатку неподалеку от этого озера, вот на таком местечке. Периодически просыпался, потому что неудобно лежать, скатывался вниз. Хотя и более-менее ровная поверхность, все равно склон ощущается внутри. Я уже собираю палатку, время 7 утра, мне нужно выдвигаться в горные районы Дагестана. Пару слов о том, как я здесь оказался. Из чеченского Аргуна я застопил тачку, которая ехала в Избербаш. Это за Махачкалой, то есть было, в принципе, по пути. Не доезжая километров 15-20 до Махачкалы, после железнодорожного переезда я вышел и пошел на Бархан-Сарыкум. Вот, посмотрел на Бархан, погулял там и там же познакомился с несколькими местными ребятами, которые любезно меня подбросили до города. Здесь я перекусил и как-то по карте прикинул, где можно поставить палатку, и, собственно, поставил. Но сегодня двигаемся дальше, посмотрим, что из этого получится. Вот такой потрясающий вид открывается на Ирганайское водохранилище близ поселка Шамиль-Кала. Это дорога, по которой мы приехали. Здесь несколько тоннелей и горы, горы, горы. Коровы смотрят на меня так, как будто хотят убить. Привет. Вот я телепортировался в следующее место. Это развилка на Хунзах. Просто посмотрите в окружении гор. Блин, это не передать словами, это офигенно. Нам удалось остановить машину, которая шла дальше Хунзаха до села или как-то аул Мачох. И вот здесь находится одноименное озеро. То есть все это в горах расположено. И от Хунзаха это еще около минут 40-50 езды. А мы тем временем подходим к Хунзахскому водопаду. Этот утес напоминает язык тролля в Норвегии. Но мы не в Норвегии, а в России. Я вам так скажу, вживую это смотрится гораздо круче, чем на фотографиях. И чем даже сейчас на видео. Головокружительно.
Посмотрите. Вот он, красавец. Вечереет, уже 7 часов 15 минут. И что сейчас я буду делать? Когда я ехал в Хунзах, естественно, автостопом, мне по пути встретился такой человек местный. Он предложил у него остановиться, если мне негде будет там поспать. Но мне, собственно, негде, поэтому сейчас я попробую как-то его найти. Он оставил номер телефона своей жены. Я сейчас, когда выйду из Хунзаха, позвоню ей, и она уже передаст ему, чтобы тот вышел меня встречать. Новый день, мы находимся в селе Большой Гацаталь. И вот в этом домике на окраине скалы я сегодня ночевал. А вот по этой дороге, которая уже 1000 лет, по словам человека, который меня приютил здесь, я сейчас пойду. Я в очередной раз убедился, что на Кавказе живут добрейшие души люди. Как человек, который меня сегодня принял. Вряд ли он смотрит это видео, потому что, он не пользуется интернетом. Ему огромнейший респект. Так вот выглядит Большой Гацаталь. Машин на дороге нет, поэтому пока иду пешком. Вот, собственно, и трасса на Гамсуталь, по которой мне нужно ехать. Но до нее идти еще минут 10-15. По вот таким извилистым дорогам. Кажется, что близко, только вниз спуститься. Но вниз-то еще спустись. Дорога раз и поворачивает в обратную сторону. Идем в обратку. Меня тут очень обрадовали, сказав, что вместо этой дороги автомобили сейчас ездят по новой, которую недавно отремонтировали. И тут видите, грунтовка, качество не очень, хотя на Яндексе она отмечена оранжевой дорогой, то есть трассой полноценной. У нее номер тоже трехзначный, как трасса. Но машин тут просто нет. Вот я сейчас вышел за, получается, ущелье, а тут многие как раз до ущелья ехали. И пока ни одной машины дальше не проехала. Тут неподалеку есть детский лагерь. Можно туда вписаться, но это не имеет никакого смысла. В принципе, пока за всю мою автостопную практику это самая глухая дорога. Хотя, конечно, есть и еще более глухие, где машины не ездят сутками. Например, там, в направлении Чукотки. Кстати, там кто-то едет. И остается только надеяться, что они едут не на водопады, не в ущелье, а куда мне надо. Привет всем россиянам из Ижевска, все. Я дружелюбивый человек. Братство, мир. Все России. За 40 минут, что я тут нахожусь, не проехало ни одной машины в ту сторону. Даже с той стороны только одна тачка проехала. Все. Пешком идти до ближайшей развилки, откуда теоретически уже могут ехать машины, чтобы их больше было. Где-то 20 километров. Конечно, можно пройти, но я что-то, наверное, не пойду, потому что, лютое жарище, тяжелый рюкзак, и это кажется неэффективным. То есть, понимаете, даже если я сейчас тут прожду еще 2 часа и потом уеду таки, это будет все равно быстрее, чем если я сейчас пойду пешком.
Сказать, что все идет не по плану, ничего не сказать. А времени уже без 26. Машин нету. Просто нет. Те, кто едут в эту, ну, в смысле, в сторону, которая мне нужна, останавливаются здесь, потому что здесь детский лагерь. Сюда приехала машин, наверное, 8 за последние пару часов. Поэтому мы меняем тактику. Я жду 6 вечера. Либо не жду 6, но жду, когда оттуда пойдет машина. И на ней уезжаю отсюда. Я, получается, поеду в объезд. То есть все вот эти горы я обогну. Ну, потому что тут реально мертвая дорога. Вообще ничего не ездит. Поехал в объезд. В принципе, полпути уже пройдено. Осталось километров, ну, 15-20, может быть. Это село Гюргибиль. Тоже такое в горах все. Уже вечереет. Поэтому я еще подумаю, идти ли в Гамсуталь сегодня, либо завтра утром. Всем доброе утро. Сегодня 31 июля, на часах 5:20 утра. Мы находимся в ауле Чох в Дагестане. И сюда я таки доехал вчера. Заночевал я вот в таком заброшенном доме в палатке, прямо на обрыве. Собственно, почему он заброшен? Потому что часть дома, судя по всему, осыпалась. Сейчас стабилизацию включим. Вот и сам Чох, а нам сейчас предстоит преодолеть каким-то образом 8 с лишним километров до заброшенного аула Гамсуталь, ради чего я сюда и приехал. Так я сюда и попал. Это центр села Чох, находится, судя по всему, мечеть. Ну, а нам нужно будет идти прямо по таким вот узким старинным улочкам. Вот администрация. За счет перепадов высот вырисовываются очень мощные панорамы. Прошло буквально полчаса, я уже на подступах к Гамсутлю. Мне посчастливилось зачислиться вот в тот УАЗик. Водитель предложил подвезти. Он вез туристов, которые сами из Тольятти. Ну, а я тоже с ними проехал. Его тут осталось совсем немного. И, блин, это невероятная удача, потому что я только что сэкономил несколько часов, которые потратил бы на ходьбу. Приходится идти по такой тропе в гору. Тут на 1 километр подъем на 250 метров. Это просто пытка. А вот, собственно, и Гамсуталь. Прямо на входе у нас такое обустроенное место для костра, где можно посидеть большой компанией, приготовить покушать, отдохнуть после длительного подъема. А вот и сами руины. Убедительно просят не заходить внутрь разрушающихся зданий, но неужели я просто так проехал 2 с лишним тысячи километров? Ну, внутрь мы, конечно, зайдем, но первым делом поднимемся на панорамную точку. Нас ждет последний этап восхождения. Вот эта скала. Ну что ж, давайте мы ее быстренько покорим. Не такой уж серьезный уклон. Только одной рукой держимся. Такой очень узкий проход. Мы на вершине мира. На вершине Дагестана. Солнышком повеселее. А вот тот самый аул Чох, с которого я ехал сюда.
Вот, собственно, мы спускаемся в Кунарский каньон. Хотя я здесь был пару дней назад, вниз еще не спускался. А пока есть время, пока светло, надо воспользоваться возможностью и сделать это. По краю. Так, а выбираться мы будем по этой же дороге, да? Нашли мы некое подобие пещерки, заваленной, правда, мусором. Отсюда дует такой резко холодный ветер, но лезть мы туда, конечно, не собираемся. И здесь уже появляется довольно много мусора. Связано это с тем, что там на скале находятся жилые дома, и, судя по всему, люди просто сбрасывают сюда мусор. Свинство, что еще сказать. Мы подошли к водопаду Табот, и сейчас попробуем зайти за него. Вот там вы можете видеть коровок, которые на нас смотрят. Охренеть. Новый день, я уже сбился какой по счету. Мы находимся в Махачкале, и сегодня я еду в город Дербент, самый южный город Дагестана. До Дербента я хочу доехать на электричке, которая отправляется с Махачкалинского вокзала через 1,5 часа. Прямой эфир из Дербента. Только что принял душ в хостеле, который тут неподалеку от вокзала. Не бесплатно, конечно, за 150 рублей, но раз в неделю душ принимать стоит. Так что стало гораздо лучше. Внешний облик города сильно портит огромное количество проводов, которые переплетены и перекрывают собой фасады. Вот такой вот лайтовый дербентский рувчик. Это старые городские ворота. Сама крепость дербентская там, на горе. Ничего такого примечательного нет. Ну а так, город довольно растянутый вдоль Каспийского побережья. А это стены крепости. Стены крепости. Ну вот, пожалуй, заключительная панорама Дербента. Вид на город открывается с общедоступной смотровой площадки. Вот трасса на Баку. Это похоже на мусульманское кладбище. Город оказался скучноватым, несмотря на то, что вроде бы самый старый в России. Гораздо больше, честно говоря, мне понравилось село Чох. Приглашаем вас в наш город. Очень интересный, очень разнообразный и самый необычный, наверное, во всем мире. Каждый считает себя королем. В одном городе всем королям не уместиться. Здесь все живут по одному принципу друг. Как говорил Джордж Вашингтон, никогда не стоял, когда можно сесть, никогда не сидел, когда можно лечь. Поэтому я был в многих городах России. У каждого своя изюминка есть. Если в общем посмотреть архитектуру города, она ничего себе не представляет. А если посмотреть отдельно каждое здание, да, оно очень интересно.